По принципу НАТО. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан создали новый оборонный союз. Трехстороннее соглашение подписали в Мекке. Иран хочет закрыть Ормузский пролив для американских или израильских судов. Такое требование содержится в проекте соглашения с Оманом о новых правилах судоходства. На фоне этих сообщений нефть вновь выросла в цене. Дональд Трамп требует найти и наказать всех, кто рассказал прессе о сокращении американских военных запасов, кибератаки, диверсии и даже ограниченное вторжение в одну из стран восточного фланга НАТО. Американская разведка допускает, что Россия может пойти на один из таких сценариев уже этой осенью. В Таиланде подросток устроил стрельбу в школе. Почему Мексика отправила военных охранять авокадо? 6 часов 27 минут за бортом МКС. Астронавты НАСА завершили 96-й в истории агентства выход в открытый космос. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан создали новый оборонный союз. Трехстороннее соглашение подписали сегодня в Мекке лидеры трех стран. Документ предусматривает принцип коллективной обороны. Вооруженное нападение на одного из участников будет рассматриваться как нападение на всех. Как заявили в МИД Саудовской Аравии, соглашение направлено на укрепление совместного сдерживания любых актов агрессии. От Турции документ подписал президент Реджеп Таyyip Эрдоган, от Пакистана премьер-министр Шехбаз Шариф, а от Саудовской Аравии наследный принц и премьер-министр Мухаммед бин Салман. Церемония прошла во дворце Аль-Сафа в Мекке. Подписание состоялось на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке после войны США и Израиля с Ираном, атак на страны Персидского залива и кризиса вокруг Ормузского пролива. Пока не уточняется, какие совместные военные механизмы будут созданы в рамках нового союза. Для Саудовской Аравии и Пакистана подобные взаимные обязательства не новые. Между двумя странами уже действует соглашение о стратегической взаимной обороне. Теперь к нему официально присоединилась Турция, обладающая второй по численности армией в НАТО. Иран резко раскритиковал новый оборонный союз Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. В Тегеране заявили, что подписанное в Мекке соглашение не сделает королевство безопаснее и не защитит его в случае новой войны. Как заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Ризаи, Саудовская Аравия должна изменить свой курс, а не просить другие страны обеспечить ей защиту. Саудовская Аравия должна понимать, что бумажное соглашение с Турцией и Пакистаном не обеспечит ей безопасность. Так же, как годы одностороннего потакания интересам американцев не принесли ей безопасности. Измените свою политику, чтобы вам больше не приходилось выпрашивать безопасность у других. По словам турецких властей, подписанный в Мекке договор носит исключительно оборонительный характер и не направлен против какой-либо конкретной страны. Однако время для его подписания выбрано не случайно. После войны США и Израиля с Ираном Саудовская Аравия оказалась под угрозой атак поддерживаемых Тегераном группировок в Йемене и Ираке. По данным CNN, в Эр-Рияде опасаются масштабных ударов по энергетической инфраструктуре и другим стратегическим объектам. Именно поэтому новый союз называют одной из самых серьезных перестроек системы безопасности на Ближнем Востоке за последние годы. Для Саудовской Аравии это дополнительная гарантия безопасности наряду с партнерством с США. Для Ирана предупреждение. Новый удар по королевству может втянуть в конфликт Турцию, обладающую второй по численности армией в НАТО, и Пакистан, государство, обладающее ядерным оружием. Иран хочет закрыть Ормузский пролив для американских и израильских судов. Такое требование содержится в проекте соглашения с Оманом, который должен определить новые правила судоходства через один из важнейших энергетических маршрутов мира. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, Тегеран также намерен требовать компенсации от стран, которые считает враждебными, прежде чем разрешить их судам проход через пролив. Проект соглашения уже рассматривает парламент Ирана. Документ предусматривает и запрет на перевозку грузов, связанных с Израилем, а также введение сборов за страхование, экологическое сопровождение и безопасность судов. При этом США занимают противоположную позицию. Вашингтон настаивает, что судоходство должно вернуться к довоенному режиму, без разрешений, пошлин и каких-либо ограничений. Дональд Трамп заявил, что переговоры движутся хорошо, однако отказался сказать, достигнуто ли соглашение. По данным иранского агентства Fars, Тегеран хочет контролировать вход судов в Ормузский пролив, а выход совместно с Оманом. Движение предлагается перевести на единый центральный коридор, постепенно закрыв два остальных маршрута. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом. До начала войны через него проходило около 20% мировых морских поставок нефти и значительная часть экспорта сжиженного природного газа. Поэтому любое ограничение судоходства мгновенно отражается на мировом энергетическом рынке. На фоне сообщений о новых требованиях Ирана нефть продолжила дорожать. Брент поднялась выше $83 за баррель, а американская WTI приблизилась к отметке в $78.
Инвесторы опасаются, что переговоры могут вновь зайти в тупик, а перебои с поставками нефти затянутся. Дональд Трамп потребовал найти тех, кто рассказал прессе о сокращении запасов американских ракет. По данным CNN, президент уверен, такие утечки выставляют США слабыми именно в тот момент, когда Вашингтон пытается добиться уступок от Ирана. Как утверждают источники телеканала, тема стала одной из главных на закрытом заседании Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде. Трамп был раздражен не самими проблемами с запасами вооружений. О них, по словам собеседников CNN, он знал уже несколько месяцев, а тем, что эта информация стала публичной во время переговоров с Тегераном. Ранее CNN сообщила, что с начала войны с Ираном США израсходовали почти 80% запасов противоракет ТАД и около половины современных ракет-перехватчиков Patriot. В Белом доме опасаются, что подобные публикации могут убедить Тегеран, возможности США для новой военной операции ограничены. Сам Трамп заявил, что американская армия по-прежнему располагает огромным количеством боеприпасов, а оборонная промышленность наращивает производство. При этом он признал, что некоторые виды вооружений действительно находятся в дефиците, и поручил Министерству юстиции найти чиновников, которые допустили утечку, назвав их действия изменой. По данным CNN, еще до начала войны американские военные предупреждали Белый дом, что затяжной конфликт может серьезно сократить запасы вооружений, в том числе тех, которые используются для поддержки Израиля и Украины. Теперь администрация Трампа пытается ускорить производство новых ракет. Однако эксперты отмечают, что на восстановление запасов могут уйти годы. Украинские беспилотники сегодня атаковали логистический центр Wildberries в Екатеринбурге. После попадания начался пожар. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, над регионом сбили 8 дронов, 3 из них упали на крышу складского комплекса. Людей успели эвакуировать, пострадавших нет. В компании сообщили, что прием новых поставок временно остановлен, а грузы перенаправляют на другие логистические центры. Пожар удалось локализовать, большая часть товаров, по данным Wildberries, не пострадала. Это уже не единичный удар, а часть продолжающейся кампании. С середины июля украинские беспилотники регулярно атакуют склады Wildberries в разных регионах России. Под удары попали более 20 логистических комплексов компании. Анализ спутниковых снимков показывает, что повреждены или уничтожены более 1,1 миллиона квадратных метров складских площадей. Это свыше 1/5 части всей складской сети маркетплейса. Киев объясняет эти атаки тем, что логистическая инфраструктура Wildberries, по его данным, использовалась для поставок товаров двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников, навигационное оборудование и другое снаряжение. После начала атак компания убрала с сайта раздел «Все для СВО», однако товары военного назначения по-прежнему доступны в других категориях. Последствия уже ощущает российский бизнес. Владельцы пунктов выдачи жалуются на падение поставок и продаж, продавцы на потерю товаров, а экономисты предупреждают, что перебои в работе крупнейшего маркетплейса могут ударить по розничной торговле, ускорить инфляцию и привести к банкротству части малого бизнеса. А с вами Wildberries как-то на связь выходил? Нет. Ждете от него поддержки или это? А какая поддержка? Здесь не будет никакой поддержки ИПшных пунктов, потому что хотите работайте, хотите не работайте. У Wildberries есть основные пункты его, собственные, поэтому ему бы свои бы выдержать, чтобы они остались на плаву. Я не рассчитываю на возмещение, чтобы потом не расстраиваться. Но, конечно, хотелось бы каких-нибудь и компенсаций хотелось, либо комиссию, чтобы снизили, да, по работе с маркетплейсами. У нас товар был распределен по всем складам Wildberries. Большая часть хранилась на складе в Электростале. По предварительным подсчетам, где-то в районе 35 тысяч единиц на сумму более 100 миллионов рублей. Мы планируем договариваться с Wildberries. Wildberries — это один из наших ключевых партнеров. Он и был, и остается нашим ключевым партнером. Но на текущий момент у нас информация, что Wildberries будет делать выплаты. Сначала он делает мелким селлерам, потому что они в большей степени пострадали, и в дальнейшем будет делать и крупным, поэтому надеемся на выплату. Wildberries вместе с другими крупнейшими маркетплейсами обеспечивает оборот товаров и услуг, эквивалентный примерно 8,5% российской экономики. В оккупированной Ялте днем объявили тревогу из-за угрозы атаки морских дронов. Российские власти эвакуировали людей с пляжей и набережной, а в районе морского порта начался пожар. По сообщениям местных телеграм-каналов и очевидцев, в городе была слышна стрельба мобильных огневых групп. После этого в районе набережной поднялся густой дым. По данным российских властей, один из безэкипажных катеров обнаружили у побережья, после чего начали операцию по его разминированию. Оккупационная администрация призвала жителей и туристов срочно покинуть район Приморского парка и побережья. Официальной информации о повреждениях или пострадавших пока нет. Украинская сторона эти сообщения не комментировала.
Это уже второй инцидент в оккупированном Крыму за сутки. Ночью после серии взрывов возникли крупные пожары в районе военного аэродрома Гвардейское. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил последние российские удары по Украине и недавние атаки украинских беспилотников по территории России. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак. В ООН подчеркнули, что атаки на гражданское население и инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право и призвали к немедленной деэскалации, прекращению огня и защите судоходства в Черном и Азовском морях. Генеральный секретарь решительно осуждает последние масштабные ракетные удары и атаки беспилотников, нанесенные вооруженными силами Российской Федерации по Киеву и другим городам Украины. По имеющимся сообщениям, в результате этих атак десятки мирных жителей погибли и получили ранения, а гражданская инфраструктура понесла значительный ущерб. Генеральный секретарь также глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта, в том числе его распространением на территорию Российской Федерации. В этой связи он осуждает недавние удары украинских беспилотников по нескольким регионам России, которые, по сообщениям, также привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению гражданской инфраструктуры. Последняя серия атак подтверждает тревожную тенденцию усиления ударов по густонаселенным районам, что, как сообщается, привело к рекордному росту числа жертв среди мирного населения и масштабным разрушениям жилой и гражданской инфраструктуры как в Украине, так и все чаще в Российской Федерации. Нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры являются грубым нарушением международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь также серьезно обеспокоен растущими угрозами безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возможными последствиями для глобальной продовольственной безопасности. Он призывает все стороны обеспечить свободу судоходства в соответствии с международным правом и защитить гражданские порты и морскую инфраструктуру. Генеральный секретарь вновь призывает к срочной деэскалации, которая должна привести к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня, а также к достижению справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций. Американская разведка считает, что Россия уже этой осенью может попытаться проверить готовность НАТО к коллективной обороне. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на новую оценку разведывательного сообщества США. По данным издания, рассматриваются сразу несколько сценариев. От кибератак, диверсий и других гибридных операций до ограниченного вторжения в одну из стран восточного фланга Альянса. Наиболее вероятными в Вашингтоне считают именно гибридные действия, поскольку реакция НАТО на них не так однозначна, как в случае прямого военного нападения. Еще недавно американская разведка исходила из того, что Владимир Путин не станет провоцировать НАТО, пока продолжается война против Украины. Однако теперь эта оценка изменилась. В США считают, что из-за больших потерь, замедления наступления и украинских ударов по военной и нефтяной инфраструктуре Кремль может попытаться испытать единство Альянса. По оценке американской разведки, главной целью Москвы будет не захват территории страны НАТО, а проверка того, готовы ли союзники выполнить обязательства по коллективной обороне. При этом речь идет не о неизбежном нападении, а об одном из возможных сценариев в период с осени этого года до 2029. Наиболее вероятными в Вашингтоне считают кибератаки, диверсии и другие гибридные операции, а не полномасштабное военное вторжение. В США добиваются освобождения бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана, который с 2022 года находится в российской тюрьме. По данным Reuters, госсекретарь Марко Рубио поднял этот вопрос на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 июля. Как сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией, Вашингтон опасается за состояние здоровья 32-летнего американца. По словам его родственников и правозащитных организаций, Гилман находится в тяжелом состоянии, переведен в психиатрическое отделение гражданской больницы и получает питание через зонд. Белый дом и Госдепартамент призывают Москву освободить его для срочного лечения в США. Ответ российской стороны на обращение Рубио неизвестен. Роберт Гилман был задержан в России в январе 2022 года. По версии следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения и применил силу в отношении сотрудников полиции. Позже против него возбудили еще одно уголовное дело из-за конфликтов уже в колонии. В 2024 году суд приговорил американца к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы. По данным Reuters, Роберт Гилман – один из как минимум 10 американцев, которые остаются в российских тюрьмах. Агентство отмечает, если он не выживет, это может стать новым серьезным ударом по и без того напряженным отношениям Москвы и Вашингтона. 7 человек погибли при стрельбе в школе под Бангкоком. Среди жертв – ученики, учителя и сам нападавший. Еще 15 человек получили ранения. Это самая крупная массовая расправа в школе в Таиланде
с 2022 года. Стрельбу в школе округа Банкруай, по данным полиции, устроил 14-летний ученик. Следствие считает, что перед нападением он расправился со своими бабушкой и дедушкой, а затем приехал в школу с пистолетом, который принадлежал его родственнику. По информации правоохранителей, подросток успел сделать не менее 26 выстрелов. В сети появились кадры, снятые во время нападения. На них слышны выстрелы, а ученики прячутся в классах и ждут эвакуации. Один из школьников рассказал, что сначала принял хлопки за петарды, но вскоре учителя приказали всем немедленно искать укрытие. Мы услышали какой-то шум в 5-м корпусе, и сначала не поняли, что произошло. Сначала я подумал, что это петарды, или кто-то просто громко стучит, но потом мы поняли, что это совсем не петарды. Потом выстрелы стали звучать все чаще. Бах, бах, бах. Затем на какое-то время все стихло, но стрельба началась снова. Я все еще не думал, что это были выстрелы. Потом мы пошли в туалет, решив, что все уже закончилось. Но когда я вышел, учитель закричал: «Быстро бегите сюда!» Он пошел в 4-й корпус, и нам пришлось бежать. После того, как ученик открыл стрельбу, остальные школьники начали эвакуироваться. Они переходили из одного корпуса в другой, часть пряталась на 4-м этаже. Мы пытались понять, каким оружием он вооружен, поэтому не могли сразу войти внутрь. Затем полиция сформировала группу со щитами и начала продвигаться вперед. Я увидел, что он использовал пистолет калибра 9 мм. В его сумке находился еще один магазин и примерно от 20 до 30 патронов. Когда мы прибыли, вокруг царил полный хаос. Среди эвакуированных были раненые, с огнестрельными ранениями спины, груди и рук. Мы оказали им первую помощь. В тот момент стрелок все еще продолжал нападение. Премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракул назвал произошедшее ужасной трагедией и заявил, что на место сразу направили экстренные службы. Он также подчеркнул, что этот инцидент подтверждает необходимость сохранять жесткий контроль за оборотом огнестрельного оружия. Я направил на место происшествия всех профильных должностных лиц. Это ужасная трагедия, такого не должно было произойти. Мне очень больно, что это произошло. Я скорблю не только по погибшим, но и из-за того, что подобный инцидент вообще мог случиться в нашей стране. Именно поэтому правительство не разрешает продлевать разрешение на владение огнестрельным оружием. Именно по этой причине. Полиция продолжает расследование и устанавливает мотивы нападавшего. По данным следствия, при нем нашли еще несколько десятков неиспользованных патронов. Тайвань готовится к возможной войне с Китаем. На ежегодных учениях Хан Куанг военные показали, сколько времени потребуется, чтобы снова поднять в воздух истребители после ракетного удара по авиабазе. На авиабазе Синьчжу французский «Мираж» 2000 в считанные минуты снова вооружили ракетами «Мика» и «Мэджик-2» и отправили на новый вылет. Одновременно инженерные подразделения отработали восстановление взлетно-посадочной полосы. Засыпали воронки от условных попаданий и закрыли их специальными стеклопластиковыми плитами, чтобы аэродром как можно быстрее вернулся к работе. По сценарию учений Китай наносит внезапный удар без предупреждения. Поэтому военные тренируются в условиях, максимально приближенных к боевым, а к восстановлению аэродромов планируют привлекать не только инженерные подразделения, но и мобилизованных гражданских специалистов. Во время плановой подготовки все боеприпасы и оборудование проходят проверку в соответствии с установленными правилами и процедурами. В ходе военных учений мы усиливаем интенсивность подготовки, многократно отрабатывая действия в незапланированных, нестандартных и внезапных сценариях, чтобы постоянно поддерживать высокий уровень боевой готовности. В условиях войны у нас не будет возможности столь тщательно подготовиться, как сейчас во время ежегодных учений. Возможно, часть техники и оборудования будет заранее размещена на позициях. В обычных условиях на нашей базе мы проводим тренировки, придерживаясь тех возможностей и временных нормативов, которые вы только что увидели. В военное время мы будем обучать мобилизованных водителей и личный состав выполнять те же действия, которые отрабатываем сейчас, чтобы они могли самостоятельно проводить полный комплекс ремонтно-восстановительных работ с использованием стекловолоконного покрытия. Учения Хан Куанг продлятся 10 дней. Их цель — проверить, сможет ли Тайвань сохранить боеспособность авиации в первые часы возможного конфликта. Пекин считает остров своей территорией и не исключает силового сценария, тогда как Тайбэй отвергает эти претензии. Мексика отправила более 1500 военных в штат Мичоакан, чтобы спасти экспорт авокадо в США. После решения Вашингтона приостановить работу американских инспекторов, упаковочные предприятия начали останавливать производство. А фермеры — сбор урожая. Военные и Национальная гвардия взяли под охрану упаковочные центры, дороги и пункты проверки. Власти надеются, что это позволит вернуть американских инспекторов, без которых поставки авокадо в США невозможны. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ведет переговоры с Вашингтоном и не исключила временную замену американских инспекторов мексиканскими специалистами.
Мы обратились в посольство США с просьбой как можно скорее организовать встречу с представителями Министерства сельского хозяйства США и инспекционных служб, чтобы возобновить эту работу. В крайнем случае, их могут заменить инспекторы Синасика. Такой вариант также рассматривается. В ближайшие дни мы продолжим обсуждение этого вопроса. Кроме того, меры безопасности будут усилены еще в одном районе штата Мичоакан. Есть еще один важный район, где нас также просят усилить присутствие Национальной гвардии. Мы направим туда дополнительные силы и продолжим диалог с посольством США и американскими властями, чтобы экспорт авокадо был возобновлен как можно скорее. Это вызывает серьезную обеспокоенность, потому что решение правительства США приостановить работу технических инспекторов на упаковочных предприятиях фактически сделало невозможным экспорт авокадо в Соединенные Штаты и остановило всю отрасль. Сегодня от 70 до 80% урожая поставляется именно на американский рынок. Со вчерашнего дня прекращены сбор урожая и работа упаковочных предприятий. Экономический ущерб для отрасли будет весьма значительным. Для Мексики это вопрос миллиардных доходов. Около 90% экспорта авокадо приходится на США. Штат Мичоакан остается крупнейшим производителем авокадо в стране, но одновременно одним из самых опасных из-за борьбы преступных группировок за контроль над регионом. Именно угрозы безопасности и стали причиной решения США приостановить инспекции. Сотни тысяч жителей юго-запада Японии срочно покидают свои дома. К островам приближается тайфун «Долфин», который уже срывает крыши, валит деревья и парализует транспорт. Власти объявили эвакуацию почти 260 тысяч человек в префектурах Окинава и Кагосима. Порывы ветра уже достигают почти 200 км в час. Японские синоптики предупреждают, что стихия может усиливаться по мере приближения к побережью. На Окинаве закрыты магазины, отменены более 500 авиарейсов, не работает аэропорт Наха. Компания Toyota остановила работу 9 заводов. На улицах уже повалены деревья, повреждены здания, а прибрежные районы накрывают высокие волны и проливные дожди. Японское метеорологическое агентство также предупреждает о возможном формировании так называемой линейной дождевой полосы, опасного погодного явления, способного вызвать внезапные наводнения и оползни. Спасательные службы призывают жителей не покидать укрытие до окончания тайфуна. 6 часов 27 минут за бортом Международной космической станции. Астронавты НАСА Джессика Мейер и Анил Меннон завершили 96-й американский выход в открытый космос. Перед началом операции коллеги помогли им надеть скафандры и перейти в шлюзовый модуль Quest. Из отсека откачали воздух, после чего Мейер и Меннон выбрались наружу на высоте около 400 километров над землей. Станция в это время двигалась со скоростью примерно 28 тысяч километров в час. Главная задача — подготовить энергетический канал 3B на правой ферме станции к установке новой сворачиваемой солнечной батареи. Саму панель доставят позднее в этом году. Астронавты собрали и закрепили снаружи специальный монтажный комплект, а также подготовили электрические соединения. НАСА сообщила, все основные задачи выполнены. Это будет уже 7-я батарея нового поколения на МКС. Такие панели привозят свернутыми, а в космосе они разворачиваются подобно рулону. Каждая вырабатывает более 20 киловатт. Вместе с прежними солнечными крыльями они увеличивают производство электричества на станции более чем на 30%. Дополнительная энергия необходима для систем жизнеобеспечения, научных экспериментов и подготовки к управляемому сведению мкс с орбиты. Для Анила Меннона это первый выход в открытый космос и первая экспедиция. На станцию бывший первый космический врач компании SpaceX прибыл лишь 14 июля на российском корабле «Союз МС-29» вместе с космонавтами Петром Дубровым и Анной Кикиной. Для Джессики Мейер выход стал 6-м. В 2019 году она вместе с Кристиной Кук участвовала в первом в истории выходе в открытый космос, полностью выполненном женским экипажем. Операция стала 281-м выходом для сборки, ремонта и модернизации МКС. В августе НАСА планирует еще 2. Астронавты заменят антенну связи с Землей, подключат силовые и информационные кабели и обновят оборудование для стыковки кораблей.